Всем привет! С вами снова я, Алексей Шведов. И сегодня я расскажу вам о 10 классических играх на ZX Spectrum, в которые мне посчастливилось играть в детстве. Все эти игры, которые сейчас вам покажу, были на одних из моих первых кассет, когда у меня только появился Spectrum. В то время каждая игра представлялась мне каким-то отдельным миром со своими уникальными особенностями. На самом деле это удивительно, как, используя минимум ресурсов, можно было создавать настоящие шедевры. И это при том, что многие игры были тогда созданы всего одним, или парой человек. Никогда не перестану удивляться уровню энтузиазма людей ушедшего времени. Давайте скорее же смотреть, что там у нас. Jetpack. Jetpack является одной из моих первых игр. Здесь мы играем в роли космонавта Джетмана, который может летать благодаря своему джетпаку. Вот так вот, перемещаясь по игровому экрану, наш герой отстреливается от всяческих инопланетных существ своей лазерной пушкой. Целью игры является сбор ракеты из ее 3 частей, разбросанных по планете. Попутно собираем разные бонусы, прибавляющие очки. После того, как ракета собрана, нужно взять топливо и заполнить им ракету, чтобы наш Джетман смог улететь на другую планету, которая почему-то один в один такая же, как и прошлая. Кстати, кое-что здесь все же меняется, когда благополучно собрал ракету и улетел несколько раз. Но пусть это останется сюрпризом для тех, кто никогда не играл в Jetpack. А мы переходим к следующей игре. Ethic Attack. Волшебная игра от компании Ultimate, в которой нам предстоит играть за рыцаря, волшебника или серф. Крепостного значит. Действие игры происходит в замке, состоящем из многочисленных лабиринтов. Вид у игры, честно скажу, очень странный. Будто вывернутая наизнанку 2D проекция, изо всех сил стремящаяся стать 3D. Но все нарисовано таким образом, что сразу же очаровывает своими красками и деталями. Посмотрите только на врагов, населяющих замок. Различные летучие мыши, бабки-ежки на метлах, привидения, летающие тыквы и прочая нечисть. И вот так вот, отбиваясь от врагов, бегаем из одной двери в другую, собирая различные предметы, рандомно разбросанные по карте. Их, кстати, можно унести максимум 3 с собой. Также не забываем подбирать еду, восстанавливающую здоровье. И вот так наш герой бегает из комнаты в комнату, отпирая ключами запертые двери и отстреливаясь от врагов. Целью игры является собрать 3 части ключа, которые позволят выбраться нашему герою из ужасного замка. Честно говоря, мне не удалось пройти игру в детстве, как и множество других игр. Но было очень интересно просто исследовать игровой мир, ведь он и правда очень необычный. Еще забавная деталь в игре, когда наш персонаж погибает, он оставляет за собой крест, и он остается на месте до конца игры. Memento mori, как говорится. Treasure Island. Наверняка все читали «Остров сокровищ», или хотя бы смотрели одноименный мультфильм. Игра основана на произведении Роберта Льюиса Стивенсона. Если честно, я не помню, чтобы в детстве мне удавалось пройти даже первый экран игры. Но если удалось бы, то второй бы я уже точно не прошел. А ведь эти первые 2 экрана являются лишь вступлением к игре. Мы играем в роли Джима Хокинса, задачей которого является найти сокровища на острове и вернуться на Испаньолу. Остров представляет своего рода лабиринт, населенный пиратами. Некоторые из них кидают нашего героя саблю. Подбираем ее и кидаем обратно в пирата. Хотя иногда нужно не спешить, а подобрать саблю и пойти в другое место, где, например, пират блокирует проход. Хочу отметить, что игра довольно увлекательная. Пока я записывал это видео, незаметно для себя прошел ее впервые в жизни. Booty. Еще одна забавная игра на пиратскую тематику. Создал ее Джон Кейн в 1984 году. Вы только посмотрите на эту заставку. Блики на воде, отражающие солнце и тень корабля. Какое внимание к деталям. Пиксель-арт во всей своей красе. Здесь мы управляем храбрым юнгой, намеренным украсть сокровища пиратов. Игра поделена на несколько экранов. Когда собираем все ключи и открываем ими двери на одном уровне, то переходим на следующий. И так до конца игры. Но не все так просто. На пути нам встречаются агрессивные пираты, их попугаи, крысы и ловушки. Всего в игре 20 уровней, и проходить каждый из них достаточно сложно, но интересно. Кстати, игра издавалась также для Commodore 64. Выглядит достаточно хорошо, но на любителя. Мне, если честно, версия для Spectrum нравится гораздо больше. Да и пираты. Эй, где пираты?
Игра получила очень хорошие отзывы критиков, высокие оценки в игровых журналах, а к 1985 году было продано уже свыше 100 тысяч копий. Balderdash. Игра в жанре пазл-лабиринт, где мы управляем маленьким человечком Рокфордом. Целью игры является сбор всех алмазов на уровне и поиска выхода. Наш герой прокапывает себе путь и следит, чтобы на голову случайно не приземлился огромный булыжник. Также в игре присутствуют зловредные монстры, преследующие игрока по выкопанным им же тоннелям. Balderdash очень интуитивный и простой в освоении. Благодаря этому я с большим интересом играл в него в свои 5-6 лет. Но несмотря на свою незамысловатость, игра стала настолько популярна, что заняла в чарте 100 самых лучших игр, выходивших на Spectrum за все время, по версии журнала USinker, почетное 9 место. Shaolin's Road. Если у вас был Spectrum в свое время, то вы наверняка помните, насколько были популярны китайские фильмы про различные боевые искусства. Лично я очень их любил. Многие из этих фильмов были про Шаолинь. К сожалению, запомнил название лишь одного – «Китайские рыцари». А игра, которая у нас на очереди, называется Shaolin's Road. Одна из моих любимых игр на Спектруме. И любил я в ней практически все, начиная с экрана загрузки и музыки. Играем мы таким вот характерным мужичком, мастером кунг-фу, я так полагаю. Он может как драться, так и кидать какие-то огненные шары в противника. Но для этого сначала нужно их подобрать, разбивая летающие вазы. В игре также меняются экраны уровней, всего их 5. И на каждом нас будет ждать босс, которого придется бить чуть больше, чем обычных врагов. После прохождения всех уровней игра начинается заново, но уже с большей сложностью. Враги становятся более вредными и появляются птицы, скидывающие на игрока какие-то камни. За каждого убитого врага нам начисляют очки, как и за подобранные предметы. Целью игры является набрать как можно больше очков. Фред. Здесь мы играем за одноименного персонажа Фреда, который залез в пирамиду Тутанхамона в поисках сокровищ и теперь ищет выход. Это еще одна игра, за которой я провел очень много времени в детстве, из-за ее достаточной легкости. И я здесь про легкость освоения, так как пройти игру я смог совсем недавно, опять же совершенно случайно, пока записывал видео. Да, так бывает, когда увлекаешься. Но, как выяснилось позже, прошел я только первый уровень, а всего их 6, так что буду добивать Фреда. Из врагов нам встретятся привидения, зловредные ежики, мумии, ящерицы, летучие мыши и скелеты. А еще из некоторых мест капает кислота. Наш герой вооружен пистолетом, только вот пули поражают не всех врагов и имеют свойство заканчиваться. Блуждая по лабиринтам, нам будут попадаться разные полезные вещи, включая карту. И вот так вот постепенно, перепрыгивая через препятствия, карабкаясь по веревочкам, мы приближаемся к заветной цели, а именно долгожданный выход наружу. Фред является еще одной проверенной временем игрой, в которую можно поиграть сегодня, получив удовольствие от прохождения. Рекомендую. Sacred Armor of Antiread. Одна из игр, которая не попала в топ-10 моих любимых и даже во второй топ-10. Другими словами, в мой топ-20, что совершенно несправедливо по отношению к ней. Ведь она наравне с теми была на одной из первых кассет и доставила в те дни массу удовольствия. Начнем с коробки самой игры, которой наверняка ни у кого из нас в то время не было. Эта игра пополнила мою скромную коллекцию, но, к сожалению, не могу показать ее внутренности, так как у меня нет с собой моих кассет, а видео с кассетами я снял раньше, когда был в Краснодаре. Помимо того, что сама коробка уже довольно необычная, внутри есть настоящий комикс на 16 страницах. Он служит своего рода вступлением к игре, рассказывающей нам предысторию. Жаль, что мы были лишены таких красивых коробочных изданий в начале 90-х. Ну что ж, перейдем к игре. Вначале слушаем красивый вступительный саундтрек. Наверное, это и есть моя любимая музыка из игр на ZX Spectrum. И вот с первых же секунд игра уже удивляет. Какая-то розовая обезьяна машет рукой, злая желтая капля падает с неба, а чуть дальше мечется какое-то красное привидение. Еще и эти деревья, корчащие страшные рожи. Подбираем камешки и бежим. Да, монстры здесь действительно необычные. Хотя это же Spectrum. Этим не удивишь. Какие-то монстры наносят незначительный ущерб, а другие убивают одним касанием или попаданием. Как вы заметили, не видно, сколько у героя здоровья. Это до того момента, как найдем костюм, надев который появляются новые индикаторы. Да, кстати, сразу перемещаться в костюме не получится, до того момента, как не найдем необходимые отсутствующие комплектующие. Игра имеет очень необычную атмосферу и заслуживает особого внимания. Кстати, интересный факт об игре. Только на Спектруме и на Amstrad игра называется Sacred Armor of Antiread, а на всех остальных платформах Rad Warrior.
Пижама-рама. Достаточно длинная и сложная адвенчура про Волли. Его я уже упоминал в одном из своих видео, когда рассказывал про 3 Weeks in Paradise. Пижама-рама вышла на 2 года ранее, в далеком 1984 году. Сюжет довольно забавный и необычный, как и вся игра. Волли лег спать, забыв завести будильник. И вот теперь ситуацию предстоит исправить его духовному телу, пока физическое спит. А как это сделать? Ну, конечно же, найти ключ от будильника и завести его, чтобы тот разбудил Волли. Да уж. Все управление ограничивается 3 кнопками: влево, вправо и прыжок. Инвентарь Волли вмещает всего 2 предмета, что, честно говоря, маловато будет. Ведь часто приходится блуждать в поисках где-то оставленных предметов. Игра очень красивая. Изучение игрового мира приносит настоящее удовольствие. Дом Волли очень большой и необычный. В нем присутствуют как лестницы, так и лифт. Но игра не ограничивается одним домом, и нам представится возможность даже побывать на Луне. Игровой мир густо населен различными врагами, которые, увы, ничем не убиваются. У нашего героя всего 3 жизни, которые Волли теряет при соприкосновении с врагами. Жизнь отнимается не сразу, а постепенно. Индикатором здоровья здесь служит стакан с молоком. Кстати, его можно пополнять благодаря разбросанным по дому вкусняшкам. Создатели игры решили облегчить жизнь игрокам и добавили возможность заработать дополнительную жизнь, пройдя несколько уровней Space Invaders, которые находятся в одной из комнат. Да, игра в игре, прям как в Lazy Jones. Пижама-рама является одним из настоящих шедевров, обязательных для прохождения. Лично я прошел ее с большим удовольствием. PSSST или PST. Игра представляет собой довольно оригинальную аркаду, где мы играем за робота-садовода, задачей которого является вырастить цветок, уничтожая вредителей специальными пестицидами. Цветок растет сам по себе, если его не трогают различные насекомые, а вот если они добрались до него, то цветок начинает расти в обратную сторону. Эта игра была одной из моих первых игр, и как 5-летнего ребенка она очень радовала меня своей простотой. Также тут присутствуют различные бонусы, дающие очки. Да, раньше некоторые игроки даже соревновались, кто наберет больше очков. Особенно это было популярно на аркадных автоматах, фиксировавших рекорды игроков. Кстати, благодаря Jetpack, с которого я начал это видео, и этой игре, компания Ultimate обрела большую популярность и в будущем порадовала такими хитами, как, например, Night Lore, Underworld и Gunfight. Еще одно из самых давних моих воспоминаний, связанных с PST, это Первомайская роща в Краснодаре и здание с игровыми автоматами. Я очень удивился, когда увидел там эту игру. Скорее всего, это был просто Spectrum, подключенный к телевизору, но я не уверен, так как это было 30 лет назад. Вот и подошло к концу мое очередное видео. Надеюсь, что вот так вот постепенно мне удастся рассказать о всех своих любимых играх детства. Ведь они своего рода произведения искусства. А произведения искусства, к сожалению, выходят все реже и реже. Да, конечно, если сегодня играть в 5-й PlayStation на каком-нибудь огромном UHD телевизоре, а потом перевести взгляд на Spectrum, да на каком-нибудь горизонте стареньком, то можно увидеть, насколько далеко ушла графика, какие сейчас мощные процессоры, видеоускорители, да и сами игры уже все больше и больше похожи на фильмы. Но знаете, нам, кто рос в 90-х, на самом деле очень повезло. У нас не было всех этих видеокарт, мощных приставок, но было кое-что лучше. Кое-что бесплатное и с неограниченными ресурсами. Как вы уже догадались, это наше воображение. Оно дорисовывало все эти миры, которые еле вмещались в 48 килобайт, превращая их в настоящие вселенные. Ну а отсутствие интернета дало нам живое общение и совместное прохождение этих игр с друзьями и родственниками. На этом все. С вами был я, Алексей Шведов. До скорых встреч!